Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю разбирать доказательства науки, которая давно доказала, что более 13 тысяч лет назад в глобальной катастрофе на Земле погибла Атлантида и вторая луна Фата, которая своими осколками устроила эту катастрофу. Притом об этой катастрофе знают биологи, археологи, геологи, но ее и в упор не видит историческая наука. Вот и предлагаю ей помочь. Потому что именно более 12 тысяч лет назад заканчивается целая эпоха, которая до этого длилась 2,5 миллиона лет. То наука вынуждена была выделить эту эпоху и назвали ее мезолитом. То есть переход во всем, природные условия, жизнь людей, хозяйство. При этом становление в новой эпохе огромную роль как раз сыграли природные факторы. Опять же началось глобальное обледенение, непонятно почему. То есть резкий скачок температуры из-за катастрофы, потом как раз охлаждение. То есть получился эффект ядерной зимы. Ну ничего удивительного, лишились парочки континентов и одной луны, осколки которые упали на Землю. Вот вам как бы эффект ядерной зимы. Что же пишет наука? А в чем же причина этой катастрофы? Наиболее вероятной причиной таких глобальных изменений климата и природы на Земле стало столкновение с достаточно крупным космическим телом. Конечно, осколки целой Луны. Что могло привести к незначительным изменениям в ее положении по отношению к Солнцу? А это, в свою очередь, повлияло на температуру планеты. Понятно, что лишились второй Луны, и большая часть ее осколка упала на Землю. Вот вам и весь секрет. То есть наука дает общие характеристики, но мы-то знаем это теперь уже точно, и они же это подтверждают в других исследованиях. А нужно нам это, потому что тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. И тоже мы в конце видео увидим, что осколки этой второй Луны Фаты, они преобразовались в кометы, в астероиды, которые постоянно возвращаются к нашей Земле и наносят ей новые и новые уроны, что приводит к новым глобальным катастрофам. И они становятся периодическими. И прошлые цивилизации нас об этом предупреждали. Так, например, что знают геологи? Геологи обнаружили отверстие, покрытое ракушками на высоте 2 метров в одной из египетских пирамид. Ну, скорее всего, из 3 великих пирамид. Такое могло произойти только если пирамида была погружена под воду. А это могло произойти во время таяния ледников около 10 тысяч лет назад. То есть уровень мирового океана поднялся на 70 метров, затопив земли Египта. Так считает геологическая наука. Сама историческая наука дает время постройки пирамид не более 4,5 тысяч лет. А перед нами не просто там пирамиды под дождем, а пирамиды, которые были затоплены более 10 тысяч лет. И это те же самые великие пирамиды Египта. Плюс не только в Египте, а в принципе по всему миру мы находим эти доказательства. Сохранились древнейшие карты. А именно перед вами каменный глобус, который был сделан более 12 тысяч лет назад. Его нашел Элиас Сотомайра в пещерах Ламана в 1984 году. И что мы там видим? Мы видим, красной стрелочкой показана как раз утонувшая Атлантида. И подобных древних карт хватает. Ну и в Америке мы находим на камнях Хики изображения континентов погибших. Синяя стрелочка — это легендарная Атлантида. Красная — это континент Му, который тоже, скорее всего, погиб в той катастрофе. Но это тема уже другого видео. Понятно, что камни Хики все считают подделкой. Хотя там информация, которая на много лет опережает как бы данные современной науки и по динозаврам, ну и по континентам древности. Вот такая вот подделка содержит ту информацию, которая нет у современной науки, зато она прекрасно известна древним цивилизациям. И эту же информацию подтвердил Афанасий Кирхер. Он в 17 веке выпустил двухтомный фолиант «Подземный мир», где рассуждал о положении Атлантиды и описал, где она находилась, в Атлантическом океане. Ну, ничего удивительного, так и есть. Потому что он основывался как раз на данных древности. Он опередил свое время, он показал и устройство Земли, как устройство не просто огня, а огня и воды. То же, что доказала современная наука, что под землей гигантские объемы воды, которые там находятся.
Ну, это тема других видео. Здесь же я хочу обратить внимание, что он не просто показал, где находилась Атлантида, он показал те территории, которые были затоплены. То есть у него есть более поздняя карта 1675 года, где он в трактате из Ноева ковчега показал, какие территории оказались под водой. Да, самое интересное, что Южный полюс мы откроем только в 19 веке, а в 17 веке он прекрасно знал про то, что он существовал и даже существует. Ну, как и Северный. Но это тема других видео, мы это все рассматривали. Что как бы это мы потеряли эти знания, они прекрасно об этом знали еще недавно. Вы скажете, ну а где же сама Атлантида? Так, находится на глубине Атлантического океана. Городов там огромная масса, это я показывал в предыдущих видео. Вот этот квадратик А, если к нему обратиться, то тут два гигантских города. То же, что и писал Платон, что Атлантида как бы состояла из двух больших островов рядом. Ну вот они. И там таких городов, ну, я нашел больше 10. Переходите в материалы, которые идут в конечных заставках, и там все это показано. Мало того, ученые-мужи нашей современности в 2011 году из Калифорнийского университета пришли к выводу, что между Землей и Луной нашей, которая осталась, находилась еще одна Луна. Она взорвалась, и осколки попали как на Землю, так и на нашу Луну. И поэтому вот эти вот гигантские моря, это осколки как раз Луны Фаты, которые ударились в видимую нам сторону. А если посмотреть в ту сторону, которая нам не видна, то там таких гигантских осколков нету. Почему? Потому что все осколки от Фаты пришлись на видимую нам сторону. Вот и весь секрет. Они это знают, предполагают, что этот объект был какой-то второй Луной. Да, второй Луной Фатой. Ну, про Лелю первую Луну я тоже не забывал, но это более глубокая древность. Опять же, они на Земле нашли в Аргентине и в Австралии осколки древних метеоритов, как они считают, и они оказались идентичны. То есть, какое что-то гигантское разрушилось, падало на Землю, ну, это были осколки легендарной Луны Фаты. Но я хотел бы обратить внимание наших ученых, что не ищите что-то мелкое, ищите крупное. Вот перед вами это Америка, вот перед вами удар осколка Фаты. Размер этого удара 750 на 500 километров. Каждый может зайти в программу Google Земля и посмотреть, от чего образовалась эта трещина, которая идет чуть ли не по всему Атлантическому океану. Ее длина 1754 километра, ширина 97 километров, а наибольшая глубина 8380 метров. Вот последствия этого удара. Его не надо искать прям с маленькими осколочками по всей земле. Они гигантские. И опять же, все индейцы пишут про то, что прошло немного времени, и солнце поднялось высоко в небо, и дневной свет внезапно стал ярче. Люди в страхе оглядывались вокруг, и кто-то воскликнул: «Посмотрите, второе солнце на небе». То есть новая звезда становилась ярче, больше и горячее. По мере того, как приближалась к ним, она стала такой яркой, что им пришлось закрывать глаза. Звезда упала на землю и покрыла мир своим длинным, летящим, светящим хвостом. Высокие деревья загорелись, подобно факелам. Озера и реки начали кипеть. И даже скалы раскалились и стали разрушаться. Ужасный пожар поглотил весь мир. Ну, не только пожар, но и вода. Ну, фактически это рассказы про подобные катастрофы. Основная из них как раз удар осколков Фаты. Он привел к тому, что атлантический этот основах, скажем так, горный хребет раскололся. Я тебе показываю этот раскол, что в одном месте это 350 километров, в другом месте внизу это 324 километра минимум. То есть все это привело к тому, что то, что раньше было сушей, погрузилось под воду. Вот и весь секрет. То есть ученые знают о том, что какие-то осколки попали на Землю, знают, но смотрите масштабнее, и вы видите там и города Атлантиды, и как это все погибло, от чего. Ну, это все связано. То же самое в наше время. В 2013 году альпинисты обнаружили на вершине Эвереста окаменелости морских лилий и моллюсков.
казалось бы, ничего удивительного, вот только морским существам оказалось всего от 14 до 12 тысяч лет. И они оказались на вершине самой высокой горы, на высотах 6-6,5 километров. Но откуда они там могли взяться, когда возраст их не больше 14 тысяч лет? Я помогу вам решить эту тайну. На Луне Фаты были моря и океаны, она была заселена, там была жизнь. Люди Фаты, вы знаете их как эльфы, соответственно, морская жизнь, в том числе и вода, попала на Землю, в том числе попали и эти окаменевшие микроорганизмы. Это не единственная находка. Метеорит на Шри-Ланке изучили специалисты и обнаружили ископаемые водоросли. Все бы хорошо, ну так метеорит прилетел из космоса. Ну ничего удивительного, это осколок Луны Фаты. Это все ставит на свои места. То же самое нашли и в Антарктиде. То есть там 13 тысяч лет назад попали какие-то инопланетные бактерии, которым 4 миллиарда лет. Но анализ показывает, что вообще-то метеорит оказался на Земле 13 тысяч лет назад. Это не метеорит, это осколок Фаты. Да, там были какие-то живые микроорганизмы. Да, Фата сформировалась давно. Скорее всего, жизнь на ней появилась действительно 4 миллиарда лет назад. Ну, при разрушении это все попало на Землю. Знает ли об этом современная наука? Знает, но она никак не связывает это с гибелью второй Луны Фаты. А зря, потому что все это именно из-за этого. Проблема, зачем мы это все вспоминаем? Проблема в том, что не все осколки упали на Землю. Часть осталась в космосе. И это кометы. И эти кометы снова и снова падают на Землю. Одна из них большая комета Ньютона. Это комета-убийца цивилизаций. Она возвращается к нам каждые 575 лет и приводит к огромным проблемам на Земле, к новым катастрофам. Это показывал в моих предыдущих видео. Переходите, познакомьтесь. Наука знает это семейство комет, так как они постоянно разрушаются, а околосолнечные кометы креются. Считается, что они являются частью одной большой кометы, которая разрушилась несколько столетий назад. Ну, по факту этой комете уже 13 тысяч лет. Она действительно какой-то гигантский осколок этой Луны Фаты. Она постоянно к нам возвращается. Да, постоянно там от нее отделяются более мелкие кометы и начинают создавать огромное количество проблем на Земле. Поэтому мы это и изучаем, чтобы иметь будущее, надо знать прошлое, надо знать, с чем мы имеем дело и как от этого защититься. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, и у человечества появилось больше шансов на выживание. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.